Рада приветствовать всех любителей вязания. Сегодня мы с вами будем вязать вот такую красоту. Но сперва я хочу поделиться с вами настоящей находкой, новостью, которую по вашим комментариям ждали очень многие подписчики. Заключается она в том, что журналы по вязанию, книги с авторскими узорами Хитоми Шида, мои личные наработки, которые не попадают в видео, уже доступны для вас на моем телеграм-канале и в инстаграм в очень удобном PDF-формате. В нем вы найдете красивые и современные узоры, четкие, понятные схемы, также идеи для ваших будущих проектов. Если вы любите вязание так же, как и я, эта находка станет для вас источником вдохновения и помощником в творчестве. За незначительный взнос, который поможет развитию этого канала, вы получите множество интересной и полезной информации. Прямо кладезь любой вязальщицы. Вот в таком формате вам придет письмо на почту, где полностью показаны модели. Здесь вот конкретный журнал, здесь идет 130 страниц, и он на русском языке, этот журнал. Здесь есть полностью описание всех моделей, схематическое и текстовое. Также дополнительно 35 узоров входят в эту книгу. Чем удобен PDF-формат? Это тем, что он не занимает места на полке, его легко хранить. Можно быстро пролистать и найти нужный вам узор. Четкие схемы, которые можно увеличить до бесконечности без потери качества. И вы всегда можете открыть его даже без интернета. И самое главное, вы получаете доступ сразу после заявки на приобретение. Не нужно ждать доставку, что очень удобно, когда хочется вдохновения здесь и сейчас. Вот так выглядят журналы. Здесь есть полностью и схематическая выкройка. Также попетельно расписаны все убавления и прибавления к данной модели. Видите, все очень четко и доступно. По такой схеме может связать даже начинающий мастер, который знает минимальные приемы вязания. В самой же книге автора Хитоми Шида есть все пояснения текстовые и схематические, как провязывать те или иные элементы, которые используются в схемах вязания. Вот такая, думаю, очень приятная для многих информация. А сейчас давайте приступим к вязанию нашего узора. Итак, такой узор подойдет для вязания многих вещей, как летних, так демисезонных и зимних. Будет великолепно смотреться джемпер, такой, к примеру, как вы видите сейчас на экране, кардиган, шаль и множество уютных других вещей, которые вы запланировали связать. Несмотря на свою кажущуюся сложность, узор вяжется очень легко, быстро. По сути, здесь нужно запомнить, как провязывать один всего лишь ряд. И вот так выглядит этот рисунок при вязании снизу вверх. Как видите, все срезы здесь четкие, ровные. И можно приспособить к любому способу вязания. Если же вы вяжете от горловины, рисунок будет выглядеть вот таким вот образом. Изнаночная сторона его выглядит вот так. Свой вот этот образец я вязала из шерсти с добавлением кашемира. Здесь 40% добавка кашемира, 280 метров в 100 граммах, и вязала я его на спицах номер 3,5. Но здесь также подойдет как хлопок,
так смесовые виды пряжи. В принципе, с пушистой пряжи также будет он смотреться красиво и достаточно выразительно. Раппорт данного узора составляет 16 петель в ширину и 16 рядов в высоту. Так как узор совсем несложный, я вместе с вами буду провязывать один раппорт узора. Здесь нет никаких переходов от раппорта к раппорту. Просто провязываете с 1 по 16 петлю. В высоту то же самое. Итак, я набрала 19 петель. 16 это раппорт самого узора, 1 петля симметрии и 2 кромочные петли. Если же вы вяжете по кругу, тогда вы набираете количество петель кратное 16 и повторяете с 1 по 16 петлю. Давайте начнем. Первый ряд. Кромочную я переснимаю и начинаю сразу вязать раппорт узора. 1 лицевая, накид, далее 3 петли с обвитием, но на 2 последних петлях нужно сделать убавку 2 вместе лицевой с наклоном влево. Как я это делаю? Делать я буду это одновременно. То есть первая петля у меня должна на спице расположена быть обязательно классически, то есть первая дужка смотреть на меня, чтобы обвития были симметричными и красиво выглядели в изделии. Далее я ее вот перенесла классически на правую спицу, не провязывая. Далее я переснимаю 3 следующие петли. Итак, я пересняла в общей сложности 4 петли. Третью петлю я перебрасываю через 4. Вот таким образом выполняется как бы протяжка. Далее первую петлю, та, которая классически расположена на спице, я перебрасываю через 2 петли. У меня осталось 2 петли на спицах. Одна убавка, это пошла в счет накида, который мы сделали практически в начале ряда. А из 2 следующих я буду вывязывать 3 петли. Итак, переношу я их на левую рабочую спицу, провязываю 1 лицевую, делаю накид и 2 лицевую петлю. Далее 7 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Теперь выполняем тот же самый прием, только с наклоном вправо. Для этого у меня на спице все лицевые петли открыты, то есть вторая дужка смотрит на меня. Первую петлю я переношу, как она у меня есть, открытой. Вторую петлю я меняю расположение на классическое и возвращаю их на левую спицу. Затем вторую петлю перебрасываю через первую, вот таким образом. Теперь третью или 4-я она, смотря как считать, перебрасываю через 2 оставшиеся. У меня осталось на спице 2 петли. 1 петля ушла, это убавление, которое я после обвития выполню. А из оставшихся 2 я провяжу также 3 петли. Провязываю лицевую, делаю накид и еще 1 лицевую петлю. Затем делаю накид в счет убавления первой петли. И на этом я закончила вязать раппорт узора. Ряд же я буду заканчивать 1 лицевой, это петля симметрии и кромочной. Все четные ряды в этом узоре провязываются по рисунку, то есть лицевые петли лицевыми, изнаночные изнаночные, накиды. Вот здесь я хочу акцентировать ваше внимание. Если вы вяжете что-то более воздушное и хотите, чтобы это выглядело вот так, как мой образец, тогда накиды вы будете провязывать открытой изнаночной петлей
в четных рядах. Если же вы хотите менее дырявчатое изделие, тогда накиды нужно провязывать изнаночной скрещенной петлей. И тогда дырочки эти будут закрыты, при этом рисунок не будет потерян. Если же вы вяжете по кругу, точно так же вы провязываете все петли по рисунку, лицевые лицевыми, изнаночные изнаночными. Накид, если вы хотите дырочки, то открытая лицевая петля. Если вы не хотите дырочки, тогда лицевая скрещенная. Итак, второй ряд я провяжу вместе с вами. Вот этот маленький образец я буду провязывать со скрещенными накидами, со скрещенными изнаночными петлями, там где накид, для того, чтобы вы посмотрели, как это будет выглядеть в общем рисунке и могли сравнить с вот этим образцом. Итак, второй ряд. Кромочную я переснимаю, изнаночную петлю я провязываю изнаночной. Накид я буду провязывать изнаночной скрещенной. Я по привычке накид сделала стандартно, не на себя, поэтому вот здесь я буду их переворачивать. Вот таким образом накид должен быть на спице. Нить перед работой, и за вторую дужку, которая смотрит на меня по отношению спицы, я провязываю изнаночную петлю. У меня получилась изнаночная скрещенная. Далее у меня изнаночная. Накид я переворачиваю, потому что изначально, как сказала, выполнила его неправильно. И провязываю изнаночной скрещенной. Далее изнаночная, потом 7 лицевых петель идет. 3, 4, 5, 6, 7. Эти лицевые петли я, как видите, также провязываю лицевыми. Далее изнаночная петля, изнаночная скрещенная, одна изнаночная и вновь изнаночная скрещенная петля. Я провязала раппорт узора. Ряд заканчиваю изнаночной, это петля симметрии, в раппорт узора она не входит. И кромочной. Все. У меня ряд второй провязан. Третий ряд. Кромочная. Одна лицевая петля. Накид на себя я делаю, чтобы мне по изнаночной стороне не пришлось менять его расположение. Далее одна изнаночная петля, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Лицевая у меня расположена правильно второй дужкой на меня, а изнаночную я поменяла расположение. И провязываю их одной лицевой петлей. Далее 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я здесь меняю наоборот лицевую петлю. То есть все петли и лицевые, и изнаночные должны на меня смотреть первой дужкой. И провязываю их 2 вместе одной лицевой. Далее 2 лицевые петли. 1 изнаночная и накид на себя. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю лицевой, это петля симметрии, и кромочной. Далее все четные ряды я буду пропускать, потому что они будут провязываться точно так же, как я вязала второй ряд. Вот накиды, видите, я разместила уже их правильно, и здесь ничего уже менять расположение никакое не нужно будет. Пятый ряд. Кромочную переснимаю и начинаю вязать раппорт узора. Одна лицевая петля, накид на себя, далее 2 изнаночные, 1, 2. Вновь делаю обвитие. Для этого первую петлю я меняю на классическое расположение. Вторую, третью, они у меня открыты, я их переношу на правую спицу. Изнаночную меняю расположение на открытое. Через нее перебрасываю вторую петлю,
вот таким образом. И далее третью через обе 2 петли. Затем переношу их на рабочую левую спицу и провязываю одну лицевую, делаю накид и еще одна лицевая петля. Далее 3 изнаночные, 1, 2, 3. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, но я их не провязываю, а просто перебрасываю вторую петлю через первую, а третью через предыдущие 2. Вот таким образом. И провязываю 1 лицевая, накид, 1 лицевая петля, 2 изнаночные, 1, 2. И делаю накид. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю лицевой петлей симметрии и кромочной. 7 ряд. Кромочную переснимаю и приступаю к вязанию раппорта узора. 1 лицевая, накид, 3 изнаночные петли, 1, 2, 3. 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, далее 2 лицевые петли, 3 изнаночные, 1, 2 и 3. И делаю накид. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. 9 ряд. Кромочную я переснимаю. Далее провязываю 4 изнаночные петли. 1, 2, 3 и 4. Делаю обвитие 3 петель и убавление крайней петли вправо. Для этого я переношу первую петлю на спицу, вторую классически, возвращаю их на левую спицу и вторую петлю перебрасываю через первую, а далее последнюю через оставшиеся 2 петли. Вот таким вот образом. Провязываю 1 лицевую, делаю накид, еще 1 лицевая петля. Далее идет накид, 1 лицевая, там где у нас была 1 изнаночная петля, накид. Теперь обвитие влево. Для этого первую петлю я переношу на правую спицу классически, вторые 2 открытые, изнаночную также открытую. Третью петлю я перебрасываю через 4 сначала, вот так. Далее первую через оставшиеся 2 петли, вот таким вот образом. Возвращаю их на рабочую левую спицу и провязываю лицевую, делаю накид и еще 1 лицевая петля. И далее 3 изнаночные. 1, 2 и 3. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю изнаночной, это петля симметрии, и кромочной. 11 ряд. Кромочную переснимаю. Далее 3 изнаночные петли, 2, 3. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, 1 изнаночная петля, накид, 1 лицевая, накид, 1 изнаночная петля, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 2 изнаночные. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии, здесь она изнаночная, и кромочной петлей. 13 ряд. Кромочная, 2 изнаночные,
Раз, два. Далее убавление двух вместе. Я поменяла просто расположение петли и перебросила вторую через первую. Далее третью перебрасываю через оставшиеся 2 петли, провязываю 1 лицевую, делаю накид на себя, 1 лицевая. Далее 2 изнаночные, 1 и 2. Накид также на себя, 1 лицевая петля, накид, 2 изнаночные, 1, 2. И обвитие влево. Первую петлю меняю на классическое, вторые 2 переношу открытыми. Четвертую также я разворачиваю, чтобы она второй дужкой смотрела на меня. Третью петлю перебрасываю через четвертую. Далее первую через оставшиеся 2. Переношу на рабочую спицу, провязываю лицевую, делаю накид и еще 1 лицевая. Далее идет 1 изнаночная. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. 15-й, последний лицевой ряд этого узора. Кромочную я переснимаю, далее 1 изнаночная петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, здесь их я провязываю, дальше 2 лицевые петли, 3 изнаночные, 1, 2 и 3, накид, 1 лицевая петля, накид, 3 изнаночные, 1, 2 и 3, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю 1 изнаночной, это петля симметрии, и кромочной. Вот посмотрите, как выглядит этот узор без дырочек. Я вязала вот эту его часть. Здесь видны и вот эти дырочки. Вот, как видите, здесь их нет. Вот оно, это место. И также нету дырочек в серединке вот этих обвитий. Здесь у меня этих дырочек нет. Можно делать частично закрытые дырочки, можно полностью с дырочками или полностью без дырочек. Это все на ваше усмотрение. И вот таким способом, меняя накид в четных рядах с провязывания открытой изнаночной на скрещенную изнаночную, любой ажур можно применить для вязания теплого зимнего свитера. Всем хорошего дня, красивых изделий и до встречи на канале!